19-летняя Ирина с детства очень любила собак и всегда вспоминала с теплом преданную овчарку своих родителей. Съехав от родителей, девушка сняла квартиру в спокойном районе с хорошими соседями. Она устроилась на работу бухгалтером, и через некоторое время Ирина решила взять из приюта собаку, о которой она давно мечтала. Обойдя несколько приютов для животных, девушка наконец нашла, как ей казалось, идеальный вариант подрастающего щенка-овчарки. Щенок смотрел на нее умными и немного грустными глазами, будто умоляя забрать его к себе домой. Оставив все сомнения прочь, довольная Ирина забрала с собой питомца по кличке Бронк. Пес быстро освоился в небольшой квартире новой хозяйки и чувствовал себя здесь как дома. Ирина также сильно привязалась к доброй и игривой собаке. И все же девушка очень сильно удивилась, когда однажды утром обнаружила Бронка со спящим рядом с ней в кровати. Конечно, девушка согнала питомца со своего спального места. Вот только следующие несколько дней повторялось то же самое. Проснувшись утром, Ирина обнаружила, что пес спал рядом с ней. Как бы она ни старалась объяснить животному, что его место на пушистом коврике у порога, ситуация никак не менялась. Ударить питомца, чтобы отучить его от столь дурной привычки, у хозяйки не хватало духа. Ирина сильно привязалась к своему новому мохнатому другу и в итоге смирилась с его странной, но такой милой привычкой. Все шло хорошо, а новые хлопоты, которые появились у девушки по уходу за лохматым питомцем, были ей только в радость. Вот только через пару недель Ирина начала замечать, что она стала пробуждаться совершенно обессиленной и никак не могла встать с кровати, хотя всю свою жизнь девушка легко вставала даже без будильника. Сначала Ирина не обращала на это никакого внимания, решив, что дело в монотонной рутинной работе. Но с течением времени самочувствие девушки становилось все хуже. Противная слабость стала ее постоянным спутником, поэтому Ирина решила выделить время и сходить к врачу. Доктор, осмотрев девушку, назначил ей несколько анализов. Вот только медицинские исследования ничего особенного не выявили, что позволяло бы поставить определенный диагноз. Расстроенная Ирина рассказала врачу о своем питомце, который с недавнего времени взял привычку спать с ней в одной кровати. Тогда доктор, недолго думая, пришел к выводу, что у девушки аллергия на собачью шерсть, и назначил ей несколько препаратов для подавления аллергических реакций, а также посоветовал свести до минимума контакты с животным. Вернувшись домой, обеспокоенная Ирина последовала совету специалиста. Она начала пить таблетки и постаралась настойчиво объяснить псу, что его место на коврике у двери. Через пару дней девушка почувствовала небольшое облегчение, а собака послушно спала в коридоре. Ирина подумала, что врач оказался прав. Осталось лишь довести курс препарата до конца, и можно вновь радоваться жизни. Через какое-то время она выпила все купленные лекарства, а упрямый Бронкс все-таки иногда ночью забирался до утра. Девушка не только окончательно не выздоровела, слабость, вялость и апатия вернулись к ней с новой силой и превратили жизнь бедняжки в настоящий кошмар. Расстроенная Ирина не знала, что ей теперь делать. К кому обращаться за помощью? Бронкс был таким же активным и жизнерадостным, как и в тот момент, когда она забрала животное из питомника и приютила у себя дома, поэтому Ирина пришла к выводу, что дело не в нем. Вот только жизнь девушки, несмотря даже на довольного питомца у ее ног, стала по-настоящему невыносимой. Ей даже пришлось взять на работе отпуск за свой счет, так как мысли постоянно путались в ее голове, и она никак не могла сосредоточиться на своих обязанностях. Когда Ирина уже совершенно отчаялась и с ужасом думала, что у нее может быть смертельная болезнь, к ней в гости зашел приятель, который работал ветеринаром. Увидев печальное состояние хозяйки, узнав, что все это началось после приобретения пса, знакомый настойчиво посоветовал ей привести собаку в его ветеринарную клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть возникшие у него подозрения. Ситуация девушки была безвыходной, поэтому ей пришлось последовать совету ветеринара. Однако при внешнем осмотре Бронкса ничего не удалось обнаружить, поэтому пса взяли несколько редких и довольно дорогих анализов, результатов которых пришлось ждать целую неделю. Эта неделя показалась ослабшей до невозможности Ирине настоящим адом. Когда наконец раздался звонок от знакомого ветеринара, она сразу же взяла трубку. Мужчина взволнованным голосом сообщил ее, что она подхватила от пса очень редкую и опасную болезнь, которую невозможно выявить, не проведя специальных исследований. Страшное заболевание редко передается от собак людям, а в случае с Ириной это случилось из-за постоянного близкого контакта с питомцем. Скорее всего, в тот момент, когда они спали рядом.
Ветеринар назначил для нее и питомца срочный курс очень мощных антибиотиков, добавив при этом, что если бы девушка протянула еще немного, то все закончилось бы для нее очень печально. При этом у пса болезнь никак не проявлялась, он был лишь ее переносчиком. Ирина сразу начала принимать лекарства так же, как и ее питомец. Закончив курс, она почувствовала значительное облегчение, а результаты повторных анализов показали, что болезни больше не было. В тот день она наконец вздохнула с облегчением и крепко обняла пса, который ненароком чуть не погубил ее. Она позволила любимому питомцу заснуть рядышком на ее большой мягкой кровати. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.